Директор радио. Глазами иностранца. Я приветствую всех, кто сейчас слушает радиостанцию «Радиоточка». Это программа о жизни в Казахстане глазами иностранца. Меня зовут Бутагоси Дахметова. И у меня сегодня в гостях директор департамента Евразии, министерства иностранных дел Израиля, посол Рафаэль Харпаз. Добрый день, Рафаэль. И посол государства Израиль Михаэль Бродский. Михаил, добрый день. Добрый день. Я немножко расскажу о Рафаэле. Он имеет степень бакалавра факультета международных отношений Еврейского университета Иерусалима, обучался на курсах менеджмента в банке Хапа-Алим, проходил обучение в фонде Ротшильда при Еврейском университете. В 2004 году учился в Центре Ближнего Востока и Южной Африки Университета обороны в Вашингтоне. Вообще, обширная биография, которую я сейчас не буду зачитывать, я думаю, вы прочитаете все это на нашем сайте, но хочу сказать, что у Рафаэля огромный послужный список, это он работал и в Берне в Швейцарии, и на берегу Слоновой Кости, и в Швеции, и вот сейчас я даже не могу вспомнить, где еще, но в Азербайджане была последняя, и вот сейчас он занимает эту должность, владеет английским, французским языками в совершенстве, и на базовом уровне владеет испанским, шведским и немецким языками. Мы тут еще в разговоре выяснили, что немножко все-таки понимает русский и знает немножко персидский. Еще раз добрый день, Рафаэль. Я думаю, что основной гость у нас все-таки будет Рафаэль, а Михаэль, я думаю, вы будете подключаться так, если получится такая возможность. С удовольствием, как скажете. Ну, вот знаете, какой у меня самый первый вопрос, потому что, когда общаешься с израильтянами, с евреями, первым делом сразу вспоминаешь, что все интеллектуальные разговоры на кухнях в Советском Союзе и сейчас всегда были вокруг еврейского вопроса. О евреях очень много говорят здесь, вот в странах бывшего Советского Союза. Какие темы любят обсуждать интеллектуалы, может быть, также на кухнях или, может быть, официально в самом Израиле? Well, having a Soviet past, I remember that one of the most topical discussions, both on the kitchen and on the official level in Soviet countries, was the Jewish topic. And I'm just wondering, what is the most topical questions which you discuss in Israel, both at home, in the kitchen, and also at work? What are the most trendy topics you have now? Well, today, because of the information technology, a lot of the exchanges are actually done through internet. And you send messages through WhatsApp, through Facebook. Having said that, I don't think there is a dramatic change. Life in Israel, the notion of family is the number one issue for Israelis. And we live it's a small country. Mm-hmm. I saw Kazakhstan is 100 times bigger than Israel, but your population is only twice bigger than Israel. So we are very close, and in most places it's a few hours of driving. So we live very close together, and we discuss the usual thing: studies, work, family, relationship. This is life in Israel, but the family is the heart of our life. А сегодня современными технологиями, естественно, большую часть дискуссий мы проводим либо в социальных сетях, либо по WhatsApp, либо в других мессенджерах. Но самое главенствующее место занимает в наших дискуссиях это, конечно, тема семьи. Как вы знаете, Израиль — это маленькая страна, мы живем все вместе. Израиль в 2 раза меньше по населению Казахстана, но Казахстан в 100 раз больше по территориям Израиля. И поэтому мы все живем достаточно тесно, мы живем все вместе. Обычно мы обсуждаем обычные ежедневные темы. Это нашу жизнь, это нашу учебу, это нашу работу. Но, естественно, я хочу еще раз сфокусироваться, так как у нас очень большая ценность семьи, то главной темой наших разговоров и нашей интеллигенции является семья. Ну, Израиль — это все-таки действительно земля обетованная, и в прямом, и в переносном смысле, и в советское время очень много людей туда переезжало, и вот насколько я помню, все-таки многие люди приезжали для того, чтобы уехать потом в другие страны Запада. Это вот был такой перевалочный пункт. И я знаю, что вот сама большая алия, она закончилась уже больше 20 лет, может быть, даже 25, вот я сейчас точно не помню, 92-й год, да, наверное, Михаил, да, это было. Но сегодня продолжают приезжать переселенцы, уже молодое поколение. Вот как они устроились, смогли ли они адаптироваться в Израиле, смогли ли они как-то интегрировать, есть ли у них работа, жилье, и вообще довольны ли они, или они тоже, может быть, потом уезжают в другие страны?
Well, in the past, Israel used to be a holy land for immigrants, and most of the immigrants in the past, they came to Israel in order to move to other countries, to the States or to Europe. If we speak about today's immigrants, Alim Hadashim, what can you say about them? If you have still them, and how they accommodate, how they become a part of the society, part of the community, do they get job, do they study, are they going to the army? What's going on with the modern Alim Hadashim? Okay. First of all, we have a distinction between immigration and newcomers. This is very unique to Israel because you can go and you can also, if you want to try, there is a process of immigrating to Israel. But for Jews, Israel is the motherland. And for us, they are not immigrants. They are newcomers. They are returning to their homeland. В Израиле существует уникальное различие между иммигрантами и вновь приехавшими гражданами. Если вы хотите эмигрировать в Израиль, вы можете эмигрировать в качестве иммигранта, но в Израиль возвращаются евреи, которых мы называем вновь прибывшие. Это люди, которые возвращаются на свою землю, которая является их материнской землей. For example, in the year 2015, 32,000 Jews has returned to Israel. In addition, we have people that have the immigration, but this is different. 32,000 Jews from all over the world. Mm-hmm. Most of them are from France, Ukraine, and from Russia. Например, если вы посмотрите официальную статистику 2015 года, то мы видим, что 32 тысячи евреев официально вернулись в Израиль. Мы говорим о вновь прибывших евреев со всего мира, но большая часть это, конечно, из Франции, из Европы, ну, включая Россию и Украину. This is 1.5% of our population. It's a significant amount. Это 1,5% нашего населения, и мы считаем, что это достаточно большие показатели. Look at my personal story. Вы можете рассмотреть мою личную историю. I have my grandparents. One is from Novosibirsk. Мои предки, мои дедушки с бабушкой, одна сторона из Новосибирска. One from Grodno. А другая сторона из Гродно. One from Bialystok. Bialystok? Bialystok, Poland. Другая часть семьи из Польши. And one from Baghdad. И четвертая часть семьи из Багдада. My wife is 100% Iranian from Isfahan. А моя супруга 100% иранская еврейка. And our 3 boys are totally Israelis. И наши 3 сына, они полностью израильтяне. So those that come to Israel, they integrated fully. They go to the university, they go to the army if they are young. This is the story of Israel, and we are a melting pot. История Израиля заключается в том, что все вновь прибывшие, они все интегрируются в общество, они все находят работу, они все учатся. Мы как большой чан, в котором варятся все. And what we see at the last few years, the new trend that from countries which are developed, well developed, which are doing good from a financial point of view, people are coming to Israel. Последние несколько лет мы наблюдаем новую тенденцию. Вновь прибывшие иммигранты прибывают к нам из хорошо развитых стран, из стран, у которых есть финансовые ресурсы, где нет кризисов, но однако они предпочитают Израиль. Like United States or France, for example. К примеру, Соединенные Штаты Америки или Франция. It's because Israel is doing very well when it comes to we are a wealthy country, we are a country that can have a lot of opportunities, innovation, entrepreneurship, and a Jewish state. И прежде всего это объясняется тем, что Израиль — это еврейская страна, и страна, которая очень хорошо развита, страна, которая хорошо развивается в области предпринимательства, страна, которая является стартап-страной. Абсолютно согласна с этим, потому что действительно моя последняя поездка 10 лет назад в Израиль как раз была связана с новыми технологиями, и мне повезло посетить огромное количество крупных компаний в самом Тель-Авиве, где мы говорили вот как раз на темы компьютерных и прочих там технологий, и я действительно поняла вот этот вот уровень развития. I totally agree with you because going to the past, when I've been the last time in Israel 10 years ago, I've realized that Israel is the great place for high tech and for companies. We've got lots of meetings in Tel Aviv with different companies, and we've realized that it's quite well developed place. Yeah, and since 10 years passed since you have
been to Israel, I think it's time for you to go again. И так как прошло уже 10 лет с вашего последнего визита, я думаю, что сейчас вам вновь необходимо вернуться в Израиль. And what you will notice immediately that we became more and more startup nation and more in the high tech is the engine of our economy. И что вы заметите, что наша страна, она стала еще больше сфокусирована на стартапах, еще больше сфокусирована на высоких технологиях. Это то, что является нашим мотором для развития. Вы правы, действительно очень развиты технологии, и поэтому как человек, который только приезжает в Израиль, видит вот эту вот разницу между тем, что рассказывают, что показывают об Израиле, и тем, что он видит потом на самом деле. То есть показывают, есть такой стереотип, что теракт, война, постоянные конфликты, а когда ты приезжаешь, ты вдруг видишь совершенно продвинутую страну, красивый, спокойный город. Но хочу сказать, что я как-то читала у одного из израильских психологов, он рассказывал о том, что вот люди, израильтяне, очень часто возвращаются специально на места терактов. Допустим, в автобусе произошел вчера теракт, и там соберется еще больше людей для того, чтобы доказать, что они ничего не боятся. Вот это вот такой способ, во-первых, бороться с фобиями, и вот такое вот, собственно говоря, противостояние, или, может быть, такое достоинство еврейское, суметь противостоять вызовам, которые есть даже не сколько там снаружи, а внутри страны. I agree with you because what we see on TV and what we see and read in media is completely different from what you see when you come to Israel. What you see in media, you see lots of weapon and you see violence, and once you come to Tel Aviv, you see the modern city and well-developed city, friendly people, sunny weather, and you really enjoy it. Once I've read Israeli psychologist, and there is a phenomena in Israel that many people, many Israelis, they come back to the places where there was an explosion or where there was a terror attack the next day, just to see what's going on there. And it's kind of challenge for them to show to terrorists that they are not afraid, and they're ready to be on that place, or they're ready to be on the same bus, and it doesn't matter what happens around. Israelis, like, they're throwing this challenge to terrorists. Yeah. Well, first, Israel is this, there is a distortion when you see in the news, you only see when there are bad things, but generally life is very normal in Israel. А прежде всего, если мы говорим об имидже Израиля в медиа, то существует, как вы сказали, большая разница между тем, что мы видим в медиа, и в том, что происходит в Израиле. Жизнь в Израиле, она спокойная и нормальная. And I think we won the war against terrorism because we didn't let them disturb our everyday life. This is the issue, and you were right when you say if there was an attack, life goes on. Life was so strong, and that's the way how we beat terrorism. И вы определенно правы, я с вами определенно согласен. Мы выиграли войну против терроризма, потому что террористы не могут нас напугать, и террористические акты, они не останавливают нашу жизнь, они не останавливают нашу рутину. Вне зависимости от того, что происходило вчера, на следующий день жизнь продолжается в таком же режиме, в каком она была и до этого. И поэтому мы победили терроризм, мы победили войну над ними. Don't forget, the story of Israel is an incredible story. Не забывайте, история Израиля — это магическая история. A country that was founded by 600,000 people, many of them came after the Holocaust and surrounded by so many countries that want to destroy us 68 years ago. Не забывайте, что история Израиля, и Израиль начался как страна 68 лет тому назад, 600 тысячами населения. Это люди, которые прошли и выжили в трагедии европейской Холокост. Они приехали в Израиль, они создали страну. And in 68 years, we created a country which has one of the strongest economies in the world. Everybody from all over the world want to come and learn from the Israeli experience. We have a strong society. We have immigration. We have security challenges. But despite this, we became very, very strong, and we did it because of our persistence and our belief in our strength. Несмотря на то, что нашу страну окружают враги, за 68 лет мы смогли создать израильское экономическое чудо. На данный момент государство Израиль является одним из самых мощных и финансово стабильных государств во всем мире. Посмотрите, какие мы смогли развить технологии. Тот вызов, который мы ежедневно получаем со стороны террористов и решаем проблемы нашей безопасности, но несмотря на это мы смогли выжить, и все это благодаря тому, что мы очень настойчивые, и мы знаем, что мы хотим, куда мы идем.
Рафаэль, вот на самом деле, когда общаюсь с дипломатами из Израиля, как бы я ни хотела, чтобы наш разговор был такой, может быть, более легкий, но никак не можешь обойти политику, потому что страна такая, которая действительно все время приходится доказывать, есть это окружение на Ближнем Востоке, действительно, как вы говорите, вражеское, да. Но вы относительно недавно служили послом в Баку. Прекрасная страна, у нас в Казахстане очень любят Азербайджан и Баку, у нас очень много туристов ездит туда, и Баку один из городов, который мы считаем одним из красивейших городов в данное время. Но вы все-таки израильский дипломат, и я думаю, что вам там тоже жилось неспокойно, особенно в последнее время, когда вот накалилась ситуация опять на Горном Карабахе. Вот как у вас тогда было? Вам приходилось, может быть, там давать интервью или там показывать отношение Израиля вот к этому конфликту? Well, Raphael, every time when I talk to Israeli diplomats, I have this point when whatever we discuss, anyway, we come back to the political issues. So I know that you've been an ambassador in the past in Azerbaijan, and though Kazakhstani population and Kazakhstan has great relations with Azerbaijan, we all know that in the last few years, the political situation there wasn't stable, and I believe that you also faced lots of challenges in terms of security. But what did you feel while you've been an ambassador of Israel in Azerbaijan, and what was your position there? I mean, how did you feel, and what was going on there? It was great being an ambassador in Azerbaijan. We have very good relations, very strategic relations between Israel and Azerbaijan. Мне было очень приятно быть послом Израиля в Азербайджане, потому что Азербайджан является нашим стратегическим партнером. And we have a lot of content in our relations. И я должен заметить, что в отношениях между Азербайджаном и государством Израиль существует очень много качественного содержания. There is also a unique Jewish history. There Jews are living, by the way, like in Kazakhstan for thousands of years in Azerbaijan, and we have a huge diaspora of Jews from Azerbaijan which is living in Israel. Также существует очень долгая еврейская история в Азербайджане, в принципе, так же, как и еврейская история в Казахстане, и в Израиле есть очень большая диаспора азербайджанских евреев, живущих в Израиле. We have very close political cooperation, very close good economic relations. A lot of our energy resources are coming from Azerbaijan, so it's very good, very prestigious to be an ambassador of Israel there. Быть послом Израиля в Азербайджане — это очень престижная, очень высокая позиция, так как между нашими странами существует очень активное и плодотворное сотрудничество не только на политическом уровне, но также на экономическом уровне. Наша страна получает очень много энергетических ресурсов от Азербайджана, и поэтому для меня это было честью быть там. Но у меня все-таки вопрос касался Нагорного Карабаха, то есть взаимоотношения Армении и Азербайджана. My question was, what was the relations between Azerbaijan and Armenia, and I'm just wondering about the conflict in Karabakh. Вам приходилось как-то свою позицию именно израильскую показывать в этой? What was your position, and did you have a chance to show your Israeli position in that conflict? Well, I'm dealing with this issue also in my capacity as director of Eurasia department. I dealt it a lot while I was ambassador there. Конечно, я занимаюсь данным вопросом как на своей сегодняшней позиции, когда я являюсь директором Евразийского департамента, но еще больше я был вовлечен в этот вопрос тогда, когда я был послом Израиля в Азербайджане. Israel's position is very clear. We believe and we support a peaceful solution for this conflict. Израильская позиция, она очень понятная и четкая. Мы поддерживаем мирное решение данного вопроса. We are saying this based on our experience in our region, that only by peace you can solve the conflict. Основываясь на нашем опыте, основываясь на нашей ситуации, которая происходит в нашей стране, мы верим в то, что самый правильный путь решения данного конфликта — это мирное решение. And we support the international efforts to reach peace, especially the efforts of the OSCE Minsk group to reach peace. This is our position. Мы поддерживаем международные силы и международные попытки достичь мира в этом регионе. Особенно мы поддерживаем ОБСЕ и Минскую группу ОБСЕ в этом вопросе. Ну да, если вы знаете, Казахстан, когда был председателем ОБСЕ, действительно были попытки мирного урегулирования, и
наш тогда министр иностранных дел, он посещал и Баку, и Ереван, и на какой-то момент, кажется, эти вопросы, казалось, были решены, но пока, к сожалению, все это... Вот. Я, кстати, хочу все-таки подключить к разговору посла государства Израиля Михаэля Бродского, что он немножко заскучал, потому что мне такое ощущение, что быть послом в Казахстане все-таки комфортнее, чем, допустим, послом в Азербайджане, потому что все-таки, слава богу, в Казахстане нет вот этих вот внутренних конфликтов, в которые невольно дипломат должен вмешиваться и показывать свою позицию. Ну, знаете, мне, наверное, тяжело сравнивать. Это первый раз, когда я работаю послом. Безотносительно того, как работать в Азербайджане, конечно, быть послом и быть израильским дипломатом в Казахстане – это комфортно, это интересно и это очень важно. Потому что наши отношения с Казахстаном – это отношения, у которых есть стратегическая важность для Израиля. Казахстан очень важная для нас страна, которая находится в очень важном месте географически между Россией и Китаем. Новый шелковый путь должен пройти через Казахстан. И наши страны связывают многосторонние отношения в самых разных областях. Но я думаю, что самая главная область, которая уникальна для наших отношений, это личные отношения между нами, между людьми. Известно, что из Казахстана за последние 25 лет уехало несколько десятков тысяч евреев в Израиль. Большинство из них уехали в Израиль. И в Казахстане по-прежнему проживает еврейская община, довольно значимая. И вот эти личные отношения, они как раз и придают тот специальный оттенок нашим отношениям, которые основываются не только на интересах. Понятно, что есть общие интересы между нашими странами, но это еще и глубокая симпатия, глубокое уважение между нашими странами. Поэтому работать здесь интересно и комфортно, как вы сказали. И я, в принципе, нахожусь только в самом начале моего пребывания здесь. Я здесь всего около 5 месяцев. И с большими надеждами, с большими ожиданиями смотрю на продолжение моей работы. У нас огромные планы во всем, что касается развития наших отношений. Мы рассчитываем, что в этом году состоится визит нашего премьер-министра в Казахстан. Мы совсем недавно, на прошлой неделе, подтвердили, что Израиль будет участвовать в Экспо 2017 в Астане, и уверены, что наш павильон и наши технологии в области альтернативной энергии вызовут большой интерес здесь как у посетителей Экспо, так и у бизнес-сообщества. Ну, я желаю только удачи и надеюсь, что в следующий раз главным гостем в этой студии будете все-таки вы. Спасибо, приглашайте, с удовольствием приглашаю. С удовольствием приглашаю. Я вернусь к Рафаэлю. Рафаэль, вы совсем недавно возглавляете департамент Евразии в МИДе Израиля. И вот само понятие Евразия, вот на мой взгляд, вот журналиста, оно появилось относительно недавно в дипломатическом языке, потому что все-таки всегда было политически удобнее работать с регионами, допустим, Казахстан, Средняя Азия, Россия, там, допустим, Северный и Южный Кавказ. И вот теперь все эти регионы объединили вместе. Вот что теперь вот входит, что общее объединяет, вот, может быть, вот эти вот разные, на мой взгляд, регионы вот в одно понятие Евразия? Well, Raphael, you just recently became the head of the Department of Eurasia, and up to some time there were different understanding of the region. There was Caucasus, there was Russia, there was Ukraine, and some other parts of Eurasia. In my opinion, all these countries, they are quite different, but they were united in one term, Eurasia. So what is the common for the whole countries in this region, in your opinion? How these countries are united in this term? First of all, I agree with you about the definition of there was always discussion, where Eurasia is ending. When I was in Astana at the foreign ministry, they showed me the map, and actually there is part of Kazakhstan which is Europe, that is on the Caspian Sea. But very little. Very little, but they showed me very proudly. And Kazakhstan is not going to play in football in Europe. That's what I was told. Is not going to play? It's playing in Europe, move from Asia to Europe. I think I'm responsible for all the Central Asia, which means Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, plus Azerbaijan, Armenia, Georgia, which is the Caucasus. And Russia? No, Russia is different. Russia is we have a separate Russian division. Okay. First, the countries are different. I've been to almost all of them. They are different. There are a lot of common things, but history, legacy, culture, some of them language.
but they are definitely different countries, and when time moves on, you see more and more of those differences. Having said that, there are a lot of common things when it comes to economic characters, cultural characters, but it's different countries, and we have our relation, for example, with Kazakhstan, which is a priority. I can say very clearly, it's a country we are prioritizing our relations with Kazakhstan. Ambassador just mentioned, we are waiting for a first historic visit of Prime Minister Netanьяху in Kazakhstan later on this year. One of the reasons I was in Astana to inform formally that the government of Israel last week approved our participation in the very important Expo in 2017. We have a bilateral relationship with Kazakhstan. Having said that, we're starting now negotiations on an association agreement with the Euro-Asia Economic Union. Israel is one of the first countries, and this is a regional issue. We are members of SICA, which also your country is. So we look at this in both approaches, but Kazakhstan is very, very important for us, and we have a lot of appreciation for your leadership, for President Nazarbayev. Прежде всего, я с вами соглашусь, что Евразия — это достаточно интересный регион, который включает в себя очень много стран и достаточно разнообразный. Когда я был в Астане, вот буквально несколько дней тому назад в Министерстве иностранных дел, мне показали карту, на которой видно, что Казахстан — это не только Евразия, но Казахстан — это тоже находится на части Европы. И именно поэтому... Не только Азия, не только Азия, но еще и Европа, правильно, да. И именно поэтому казахстанская команда будет принимать участие в мировом чемпионате мира по футболу. Но возвращаясь к вашему вопросу, во-первых, я возглавляю департамент Евразии, который в себя включает страны Центральной Азии, включает страны Кавказа, это Азербайджан, Армения и Грузия. Если мы говорим есть ли разница в этих странах, то, естественно, мы видим, что есть очень большая разница, но есть очень много общих моментов. Прежде всего, это история, прежде всего, это ваша культура. Если мы говорим о развитии, экономическом развитии, чем больше проходит время, тем больше мы видим, что страны развиваются в евразийском регионе по-разному. Для нас сейчас Казахстан является приоритетным партнером. Прежде всего, вот буквально на прошлой неделе правительство Израиля подтвердило свое участие, подтвердило израильский павильон на Экспо 2017 в городе Астана. Более того, одна из причин, почему я сегодня здесь нахожусь, мы планируем в конце этого года первый исторический визит в Республику Казахстан премьер-министра государства Израиль Биньямина Нетаньяху. Также хотелось бы отметить, что Израиль является одной из первых стран, которая сейчас обсуждает вопрос по вхождению в Евразийский союз. Более того, мы являемся долгосрочным партнером такой организации, как СВМДА. Поэтому вы видите, что Казахстан для нас приоритетный партнер, мы обращаем очень большое внимание, и вот посол тоже об этом говорил, и мы вкладываем очень много усилий именно в развитие наших отношений. Ну, я хочу сказать, что общение с израильским посольством, вот у меня лично уже много лет, вот Ксения, которая нам сейчас переводит из Жанина, она тогда работала в посольстве Израиля, это было много лет назад, что-то я сейчас не помню, сколько уже, да, прошло. И я помню, что действительно было очень много вещей, связанных вот именно с сельским хозяйством, потому что тогда приезжали делегации с Израиля и делились с нами вот опытом сельского хозяйства. Может быть, вот сейчас Михаэль немножко в этом плане добавит, как сейчас продолжается сотрудничество вот именно в каких-то определенных областях, вот, потому что сельское хозяйство, как мне самой лично удалось потом уже убедиться, очень развито в Израиле. С удовольствием скажу пару слов об этом. Я думаю, что по-прежнему, как и тогда, 10 лет назад, сельское хозяйство – это приоритетная область для нас, для сотрудничества с Казахстаном. В силу того, что у нас действительно высокотехнологичное сельское хозяйство, это, собственно, не сельское хозяйство как таковое, это некая смесь высоких технологий сельского хозяйства. В Казахстане придается сейчас особенно большое значение развитию сельского хозяйства, и есть масса программ, и есть масса возможностей получить государственную поддержку тем, кто хочет развивать сельское хозяйство. Я думаю, что на этой почве у нас может быть очень удачное сотрудничество. У нас есть уже сотрудничество, есть целый ряд израильских компаний, которые активно работают на рынке Казахстана, и мы планируем эту область развивать. Есть несколько конкретных предложений, например, о создании сельскохозяйственного кластера на юге Казахстана, где мы могли бы показать все
израильские технологии капельного орошения, технологии и строительства теплиц, но не только показать технологии, а выращивать продукцию, продавать ее на рынке, как внутреннем рынке Казахстана, так и, возможно, на рынке Евразийского союза, может быть, в Китае. Возможности массы. И мы эти возможности, к сожалению, еще не использовали до конца, но надеемся, что в этом вопросе будут какие-то сдвиги. А то, о чем вы упомянули, те курсы или тот обмен опытом, который мы проводили, происходил по линии организации Машав. Вы о ней, наверное, слышали. Это центр международного сотрудничества МИДа, который очень активно работал и продолжает работать, в том числе и в Центральной Азии. И совсем недавно, в прошлом году, мы открыли демонстрационный центр в районе Ушконыр, это недалеко здесь, от Алматы. И там мы показываем израильские технологии капельного орошения. И идея состоит в том, чтобы на базе этого центра обучались фермеры, обучались те, кто занимается сельским хозяйством, не только из Казахстана, а, возможно, даже из соседних стран, из стран Центральной Азии или Евразийского союза. И мы думаем, что такой центр может тоже способствовать развитию сельского хозяйства здесь, в Казахстане. Надеемся, что он будет работать более активно, туда будут приезжать группы из соседних стран, смогут посмотреть, как это выглядит на практике, как пользоваться этими технологиями, возможно, захотят сотрудничать с нами дальше, приобретать эти технологии, создавать какие-то совместные предприятия и так далее. Ну, надеюсь, так и будет. Хочу поговорить о языке, потому что иврит, по сути, такой молодой язык и в то же время древний, то есть два таких парадокса, то есть его пришлось возрождать в свое время, и сейчас он, по сути, такой основной язык, государственный язык. Как удалось, как мне кажется, в относительно короткий срок все-таки возродить этот язык, сделать его конкурентоспособным? Я знаю, что сейчас уже и литература, и научная литература, и художественная пишется на иврите. Лично для меня этот вопрос интересен в свете того, что в Казахстане государственный язык официально существует уже больше 20 лет, но на самом деле, если говорить о реалии, я думаю, что Михаэль подтвердит, все-таки русский остается совместным языком, да, скажем, он такой считается язык межнационального общения, но если говорить об уровне государства, к сожалению, он не до конца развит. И, может быть, вы в этом плане какие-то можете дать советы, как можно в короткий срок научить людей говорить на языке, который долгое время не использовался. Well, I have some questions on Hebrew restoration. I know that Hebrew is quite a young language and it didn't exist for some time. And at the moment in Kazakhstan, we have the problem with shifting from one language to another language. As you know, that the official language of the Republic of Kazakhstan is Kazakh. But unfortunately, on the official language, we have some difficulties in moving totally to Kazakh language, as you could have understand the language of communication between people is Russian. So could you please share your secrets and could you please share your receipts? First of all, how did you build the Hebrew? Because Hebrew at the moment, scientists, students, everyone using it in Israel, and it's quite popular language. So what's the secret? It's a wonderful story. It's unbelievable story. It's the revival of the Hebrew of Ivrit. Это просто потрясающая история. Это восстановление иврита, библейского иврита. At the end of 19th century, beginning of 20th century, Hebrew was only a biblical religious language. People didn't speak at home. It's an old language from biblical time. It's not in Urdu, but it wasn't spoken as a everyday language anywhere. В конце XIX века, начале XX века иврит являлся только языком, который использовался, библейский иврит. Он использовался только на религиозном уровне. И сам по себе язык, он имеет очень большую, богатую историю, но, к сожалению, никто им не пользовался на тот момент. Even in 1925, when the Hebrew University in Jerusalem was established, which is my university, there was a debate what will be the study language, German, French or Hebrew. А даже в 1925 году, когда был создан и когда был открыт еврейский университет, между прочим, это университет, который я закончил, было очень много дискуссий по тому вопросу, на каком языке будет идти преподавание в этом университете. Это будет на немецком, на французском или на иврите. But at the end, and this is part of the revival and the return of the Jewish people to their homeland, Israel, was when the decision was taken that Hebrew is the language,
we went all the way with it, and today in the world there are approximately 9 million people that speaks Hebrew, and the numbers are growing again and again. And a nation needs a language, and we have a very strong language. And actually, we are sharing this experience with you, with our friends from Kazakhstan, about how we did it, and it's a wonderful language. I know it's a bit tough to study the language, but those that are the newcomers, the Jews that are moving to Israel, they learn it very fast. And even our wonderful translator Ksenia, she speaks Hebrew because she studied it at the university in Israel. So it's a wonderful story that takes us few thousand years backwards till today, and I'm very proud that my mother language is Hebrew. Дело в том, что тогда, когда было принято решение о создании Израиля, было принято решение о восстановлении языка, и на тот момент все было переведено на иврит. История иврита, по моему мнению, она просто потрясающая история, потому что сейчас на этом языке говорит больше 9 миллионов человек, и иврит является моим родным языком. Вы видите, мы готовы поделиться секретами, как мы восстановили свой язык, и сейчас как раз-таки со специалистами из Казахстана мы показываем, какая была система восстановления нашего языка. Я бы хотел еще добавить, что ваш вопрос очень своевременный, потому что как раз этот вопрос я обсуждал совсем недавно с министром образования Казахстана. Он очень интересовался нашим опытом восстановления языка и вообще превращения его из мертвого языка в живой язык, как это происходило. И буквально на прошлой неделе президент программы «Болашак» побывал в Израиле, встречался с людьми, которые у нас как раз занимаются этим вопросом, для того, чтобы изучить наш опыт и, возможно, направить специалистов для того, чтобы посмотреть, какие из тех уроков, которые мы из нашей истории извлекли, можно было бы применить здесь, в Казахстане, и как этим опытом можно воспользоваться для того, чтобы решить проблему с трехязычием, решить проблему с распространением казахского языка в Казахстане. Я думаю, что наш опыт, конечно, невозможно его применить один в один, невозможно полностью взять и скопировать то, что было у нас, но некоторые из тех уроков и, может быть, некоторые из тех ошибок, которые мы сделали, можно будет избежать здесь. Да, это очень интересно. Я думаю, что когда мы встретимся уже с вами, вы расскажете чуть подробнее, может, там будут какие-то уже новости к тому времени, когда получится к вам приехать. У меня последний вопрос. Вот про Экспо я уже не буду задавать вопрос, потому что Михаэль, по сути, ответил, и думаю, что уже потом про Экспо вы сможете рассказать в вашем интервью. Но у меня вопрос такой, который интересует и не только меня, моих коллег, и думаю, что многих. Как вы думаете, в обозримом будущем возможен ли какой-то безвизовый въезд в Израиль? И, может быть, такой взаимный. Well, I have the last question, and it's quite trendy and topical question, not only for me, but also for my colleagues. So, what do you say about visa waiver regime for Kazakhstani citizens to Israel? Because people are really curious about that they would like to come to Israel without visas. First, we did a first stage, which we have a visa waiver, bilateral visa waiver agreement for official passports, for diplomatic and service passports. So this is also a first stage which is already implemented. Мы уже сделали первый шаг навстречу данному процессу. Прежде всего, я хочу оповестить вас о том, что для тех, у кого дипломатические паспорта и официальные паспорта, им не нужна виза в Казахстан. И мы считаем, что в Израиль. Нет, и в Казахстан. И в Казахстан, взаимно, да? Двухсторонний, да. То есть это первый шаг в данном процессе. And now we are looking actually those days into the issue to extend this agreement. It's something that should be discussed, but it's something that we are seriously looking into. И на данный момент мы рассматриваем вопрос, мы обсуждаем и мы работаем над этим вопросом отмены виз для тех, у кого обыкновенные гражданские паспорта. But I would say generally we have 10,000 visitors approximately every year from Kazakhstan to Israel. It's not enough, we want more. Ну, в общем, хотелось бы отметить, что ежегодно в Израиль приезжает 10 тысяч человек из Казахстана. Конечно, это недостаточно, но мы считаем, это достаточно показательная цифра. And usually there is no problem for Kazakhstanis to obtain visa to Israel unless there is, specific case. But generally, Kazakhstanis are welcome in Israel, and so this is not an impediment
for going to Israel. И обычно граждане Казахстана достаточно легко получают визу в Израиль, за исключением некоторых каких-то особенных случаев, поэтому мы считаем, что у нас достаточно легкий визовый режим. And the same for Israelis to come here. И то же самое для израильтян, которые приезжают в Казахстан. Спасибо огромное. Мне было интересно с вами пообщаться, и я вам желаю хорошо здесь поработать, подготовиться к историческому визиту премьер-министра Израиля. А слушателям я напомню, что с нами был посол Рафаэль Харпаз, МИД Израиля. Спасибо за внимание. Вы можете прослушать записи передачи «Глазами иностранца» на www.radiotochki.kz. Заходите чаще. С вами была Гостья Ахметова. Глазами иностранца. Facebook, ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм. Следуйте за радиоточкой в социальных сетях.